Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И этим пасмурным, дождливым, грустным летним днем мы решили себя чуть-чуть порадовать. И, естественно, порадовать вас интересным контентом. И для этого мы едем в Можайскую область. Там расположен очень интересный музей. Ну как, сейчас уже музей, а раньше это был настоящий американский джанк-ярд в России, в Подмосковье. Согласитесь, вау! Кто-то, наверное, уже слышал и понимает, о чем речь, а кто не слышал, обязательно дальше узнает. Насколько я знаю, ребята там не продают свои автомобили. Но чем черт не шутит, мы все-таки взяли с собой лафет, и я надеюсь, если что-нибудь нам приглянется, мы сможем договориться, погрузить автомобиль и поехать на базу. Впереди у нас долгих 100 километров дороги, поэтому пристегнем ремень, друзья, и насладимся дорогой. Итак, мы на месте. Это музей Автокомбинат, и здесь собрана огромная коллекция классических американских автомобилей в разных состояниях. Здесь у нас уличная экспозиция, машины, которые только ждут очереди под реставрацию. Дальше у нас ангары, но мы до них доберемся. А сейчас давайте пройдемся и посмотрим, что здесь есть. Здесь собрана огромная коллекция совершенно разных автомобилей. Они все американцы в основном. 30-е, 40-е, 50-е и 60-е годы, а также их разное состояние. Но основной плюс — это то, что у большинства автомобилей есть какая-то история в России. Они все были ввезены далеко-далеко в СССР и с тех пор находятся на территории нашей страны. К сожалению, какие-то экземпляры потрепало время, реально потрепало. То есть, например, из этого Бьюика пытался кто-то сделать кабриолет, но наконец-то он здесь, и я надеюсь, в скором времени он обретет свой первозданный вид. Здесь потрясающий дальше Кадиллак стоит, купе. Честно говоря, я даже в Америке таких еще не видел, и он выглядит максимально круто. И главное, он оригинален по кузовным панелям,
по стеклам. То есть, в принципе, машина полностью почти комплектна. Ее можно минимальными усилиями восстановить. Конечно же, с запчастями придется повозиться. Я думаю, почти ничего не продается уже на него. И надо будет где-то искать в Америке на разборке. Все-таки 37-й год. Вдумайтесь, 37-й год. Это невероятный автомобиль. Он потрясающе красив. И, честно говоря, прям вот руки чешутся собрать что-нибудь такого типа. Удивительно, Ford Mustang 64 года. Машина в ужасном, конечно, состоянии, ее дико потрепало. Огромный слой шпаклевки, краска вся уже слезла. И, как и все автомобили, которые ездили в Союзе, у машины уже очень много колхоза. Здесь фонари, поворотники от каких-то советских автомобилей, ручки даже дверные сюда уже поставили не оригинальные. Но это легко объясняется, тогда запчасти было абсолютно невозможно найти. Chevrolet Bel Air 56 года, легендарнейший автомобиль, тоже доживает свое, время его потрепало, но я уверен, что случится с ним такая история, как I'll be back. Невероятно, Pontiac Catalina, кабриолет. Невероятно хочется забрать почти все эти автомобили с собой, восстановить их. Но это все прерогатива Андрея, поэтому он будет заниматься восстановлением большинства этих тачек крутых. А мы сегодня попробуем все-таки найти одну единственную и забрать ее с собой. Андрей, привет! Спасибо, что пригласил в свои угодья. Не буду отвлекать тебя особо, поскольку знаю, что ты регулярно проводишь экскурсии. Мы застали тут несколько. Задам тебе несколько вопросов. Во-первых, расскажи про это место. Что это такое и что это для тебя? Ну, тут само по себе место, это, конечно, наверное, вторично, потому что это увлечение. Это мое увлечение, вся моя жизнь. Вот, все спрашивают, что это и как это. Ну, как сказать проще. Например, кто-то купил в своей жизни там, 2-3 квартиры, 5 или 10. Это нормально, нормальному человеку, который не пьет, там в жизни купить несколько квартир. Это нормально. Но я не купил ни одной квартиры, все мои квартиры здесь. Мое увлечение, когда я увлекаюсь вот этими автомобилями. И мы были в Москве, ты знаешь, ты к нам приезжал всегда, я тебе всегда рад, то есть ты для меня друг самый большой. Вот. И просто в Москве очень сложно содержать такую площадку с таким количеством автомобилей. Естественно. И уже когда мы сюда переехали, да, действительно, это место, оно стало таким же важным аспектом, потому что благодаря этому месту удалось сохранить эту коллекцию. А тут может быть как? Машина может быть не очень яркая, но за ней история интересная. Интересный человек, может быть, ей владел. И она уже достойна того, чтобы сохранить ее. И согласись, было бы, может быть, странно какую-то скучную машину в единичном экземпляре сохранить. Но если это представлено на экспозиции, то, наверное, это имеет смысл. И как вот в фильме «Брат», да, где этот самый, с немцем говорит: слушай, а вот ты для чего живешь? Он говорит: ты знаешь, это поговорка, что лучшему хорошо, немцу смерть. Вот я живу, чтобы эта поговорка опровергнуть, да. А я живу для того, чтобы вот эта идея машин советской истории, вот это сохранение стало интересным и не дать этому погаснуть. Вот для меня это интересно. Да, говорил, я восхищен, конечно, очень Спасибо. Горжусь тем, что вы занимаетесь, поскольку были же, да, случаи у нас в России, даже в Москве, делали какие-то там стоянки, кто-то что-то пытался собирать, коллекционировать, но, к сожалению, все это приходило, знаешь, к какому-то запустению, разгром, машины растаскивали кто куда, и
все эти места изживали себя очень быстро. А вы вот реально поддерживаете. Я каждый раз приезжаю и смотрю, как вы это все развиваете. Ставите ангары, машины какие-то восстанавливаете, делаете экспозиции, проводите мероприятия. Это достойно. Спасибо, Антон. Ну, мы на самом деле делаем одно дело, потому что вот если это представить айсбергом, то вот то, что делаешь ты, это верхушка. А я все то, что скрыто, понимаешь? Ребята, здесь даже есть свой мини Cadillac Range, как в Техасе. Я там был, там, конечно же, машин в 2 десятка раз больше, но где вы такое еще увидите в России? Это эксклюзив, такого места больше нет. Ну, здесь прям чувствуется дух. И очень особенно то, что здесь все такое зеленое, совершенно не вяжется с американскими ландшафтами. Но американские автомобили. Это очень круто. Я рад и горжусь, восхищаюсь такими людьми, которые помогают нам поддерживать и развивать культуру в нашей стране. Предвкушая количество комментариев, которые вы, друзья мои, будете задавать, спрошу. Такое количество крутых американских автомобилей, и у всех один вопрос. Продаются ли они? Ну, я стараюсь не продавать. То есть все, что я делаю, я стараюсь наоборот собрать, сохранить. И мы машины делаем. У нас, у нас регулярно мастерская постоянно работает, круглосуточно. Мы делаем эти машины для музея. Но иногда приходится продавать, да, иногда продаем. Вот совсем недавно 2 машины продали, в общем-то, но стараюсь не продавать. Ну, я как понимаю, вынужденные продажи для благоустройства, да, чтобы сделать все это еще лучше. Да, совершенно верно. Объявлений я никогда не подавал, никогда не буду подавать. То есть кто-то, кто искренне интересуется, тот, наверное, может быть. Потому что были случаи, когда категорично относился к продаже автомобилей из неразменного фонда, но какие-то интересные люди приезжали, вот в частности с тобой, Старина, помнишь, да. Был разговор. Я машину не хотел продавать, но тебе бы я продал, потому что знаю, что у машины будет все хорошо, и там сама сумма тут вторичная, то есть всегда можно договориться. Главное, чтобы машина была. И также есть много отрицательных примеров, когда люди приходили, что-то там рассказывали, я машину продавал, в частности, Мустанг 67 года, которого благодаря тебе мы из небытия вытащили, вон он уже готов, фактически мы его заканчиваем. Еще несколько дней мы сдаем круто. В общем, друзья, если вы уверены в своих силах, я оставлю в описании ссылочки на это прекрасное место, можете задать вопрос, и кто знает, может быть, станете счастливым обладателем американской классики. Чтобы купить машину, надо общаться. То есть тут, в общем, ключевое слово, надо общаться. А в ангарах у нас спрятаны более ценные и редкие экспонаты. Здесь почти все машины на ходу, под бдительным присмотром. Ты сказал, что у вас работает мастерская, и я это плавно хочу связать с тем, что многие спросят по-любому, вот все эти машины стоят под открытым небом, не жалко ли вам их убивать там и так далее, они же гниют, становятся хуже там и так далее. Да. То есть, я как понимаю, все эти машины просто в очереди, и хуже от того, что они на улице, им не будет. Ну, вопрос не нов, конечно, да, тут все понятно. Дело в том, что вот эти машины, которые на улице, они находятся в основном в стадии комплектации. Конечно, не все, я скажу откровенно, машин 20 мы вообще не планируем делать. Мы оформим арт-зону, вот эту, где закопы, и все это будет красиво, с таким вот, там будет кострич там и все такое с вечерними посиделками. Но у нас работает мастерская, мощность где-то 10-12 машин в год, и по мере сил вот можете посчитать, сколько машин есть, и через год на 10 будет больше сделано. Дело в том, что все эти машины уже были куплены в таком состоянии, и то, что многие из них выглядят так печально, это не моя заслуга. Моя заслуга как раз в том, что мы их делаем и сделаем. Да, динамика есть, достаточно отчеты наши посмотреть, чтобы видно, какую работу мы делаем. Вот. И, соответственно, чтобы их сохранить, это 2 раза в год антикор, то есть мы их обрабатываем. Потом проветренные машины, вот в этом говорят, накройте чехлом. Чехол чаще вредит машине. Да, конечно, да. Она там лучше, когда она проветривается. Да, к сожалению, вот
То, что они стоят на земле, это не очень хорошо. Ну, мы строим ангары, мы занимаемся организацией хранения. И как бы наступит такой день, надеюсь, уже скоро, когда мы весь этот вопрос преобразуем полностью на навесы, отсыпанная земля, плюс там 2-3 ангара. И все это будет максимально логично оформлено в плане хранения в том числе, и будет нормально. А так мы машины делаем, и, конечно, да, можно будет сделать репортаж из мастерской когда-нибудь, когда мы все покажем. Круто. Пригласим. Спасибо большое. Я Спасибо рад, тебе. что я с тобой знаком. Спасибо, Анус. Я прям вот обязательно рекомендую всем побывать здесь, поскольку, ну, это реально уникальное в России место. Таких просто больше нет. И вряд ли когда-то будет. И все, кто любит культуру, обязательно сюда посмотреть, проникнуться и пообщаться с прекрасным человеком. Если честно, очень сложно, машин очень много, все они редкие и крутые, но офигеть. Но вот сейчас мы наконец, походу, нашли то, что будем забирать. Это круто вообще. Я не думал, что они есть в России. Видимо, это будет единственный экземпляр, и это будет точно самый крутой проект после, естественно, Элеоноры. Но я уже вижу концепцию, хотя я на него смотрю буквально там 15 секунд. Это очень круто. Сейчас все покажем. Said she hate me, but she love me, it don't matter, I get money. I get money, I get money, I get money, I get money. Say she hate me, but she love me, it don't matter, I get money. I get money, I get money, I get money, I get money. Say she hate me, but she love me, it don't matter, I get money. Друзья, удивительно, это настоящий AM General, это реальный почтовый фургон. Он же фургон мороженщика, и он на вид комплектный, то есть у него нет зеркал, разбитые фонари. Не знаю, ну, двигатель у него какой-то там валяется, но он разобран и не закреплен. То есть много чего не хватает, но в целом тачка в порядке. Представляете? А я уже вижу в голове концепцию, я давно, если честно, так не радовался, вижу концепцию, как его можно сделать. И давайте посмотрим, что внутри, и будем его забирать. Невероятно, даже задняя дверь работает. И я вижу, что машина-то не гнилая. И самое интересное, что она комплектная. Да, разбиты какие-то фонари, да, на порогах есть немного ржавчины. Но рулевое, приборная панель, все направляющие, даже ручки, все здесь есть. И это будет нереальный проект. Прям нереальный, я обещаю вам. Успешно загрузились и потихоньку двигаемся в сторону базы.
Я невероятно счастлив, погода разгулялась, светит солнце, голубое небо, невероятно живописная дорога из леса. Я уже скорее хочу приехать на базу, чтобы показать ребятам AM General наш новый. Поскольку пока никто еще не знает, да и для нас это был сюрприз, мы его совершенно случайно и спонтанно обнаружили и купили. Это очень круто. У меня в голове уже много мыслей о том, как их можно сделать, поскольку я до этого видел их и встречал в Америке. Из них делали автобусы для продажи мороженого, из них делали автобусы для продажи мексиканской еды, тако и так далее. И некоторые концепции в голове я уже у себя сложил, но основное, наверное, я отрисую и придумаю потом, когда мы его досконально изучим, посмотрим, что у него снизу, как он по состоянию, и сделаем проект в нашем стиле, в стиле Retro Legends Garage. You niggas be talking but not on the shit. Pull up on your bitch and she stopping the whip. For nigga that kicking up the watch in my wrist. Montana the shit, me I got a bridge. Niggas be talking, you know how I rock. Pull up on your block and I pop me a eye. Look at the car, I finna walk, see ya. I want me a car. Everybody scream, some my ice cream. Где зарыл вообще такое? Что это вообще такое? Ребята, поздравляю, я привез вам новый проект. Это AM General 84 года выпуска. Почтовый фургон, единственный в Москве и в России. И мы будем собирать из него что-то особенное. Да, не только мотор есть. Тут даже глушитель есть. Мы его будем ставить? Нам предстоит это переделать, поскольку это уже никуда не годится. Еще походит. Судя по его состоянию, еще нормально. А что, дверь нет? Я чуть не вырубил. Вот, лоханское место. Нормально. Нормально. И что тут будет? О, кипарик уже на стиле. Почтальон, блядь. Первое, что надо сделать, это прибраться. Главное, что дыр нет. Давай, Все, давайте, мы поехали. Ты уже начал финальный сбор? Конечно. Надо ручника дернуть. Как это? Стоя есть. Как капитан, блин. Погнали, ёпты! Колундра! Нет, тебе показалось. Да, мне показалось. Это мелко. Здесь не обязательно дверь, чтобы открывалась. Здесь вообще дверь не обязательно. Давайте глянем. Под капот. О, нормально. 6 цилиндров. Нормально, рядом шестерочка. В целом крепенький еще. Ну да. Немного болгарки, немного сварки. И все поедет. Не закроется? Закроется. Но не откроется. Опа. Дверь одна готова. You niggas be talking but not on the shit. Pull up on your bitch and she stopping the whip. For nigga that kicking up the watch in my wrist. Montana the shit, me I got a bridge. You niggas be talking, you know how I rock. Pull up on your block and I spot me a eye. Whip out the car, I'm finna walk. See me a eye, all I name a child. Serving all these fiends on my ice cream truck. Y'all like choppers with them beams in this ice cream truck. Hit your block and get a scenes in this ice cream truck. So many niggas in this truck, it's like a fucking city bus. Think Montana give a fuck, you see my fucking semi. Итак, друзья, автобус на базе. Впереди нас ждет колоссальный цикл работ по восстановлению. Это будет крутой проект, нелегкий, скажу сразу. Планов у меня уже на него очень много, но для начала мы его весь разберем, очистим, помоем, произведем полную диагностику узлов, достанем этот непонятный мотор оттуда, примерим новый мотор, а вы об этом узнаете в новых сериях. Поэтому не забудьте нажать колокольчик, расскажите друзьям о нашем канале, напишите комментарий, поставьте лайк, не забывайте. И тогда вы точно не пропустите судьбу этого проекта, единственного в Москве AM General 84 года выпуска. I get money, I get money, I get money. Say she hate me, but she love me, it don't matter, I get money. I get money, I get money, I get money, I get money. Say she hate me, but she love me, it don't matter, I get money.